Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю знаменитый немецкий торт «Молочная девочка». Торт назван в честь сгущенного молока, которое использовалось в Германии для приготовления этого торта. Сейчас торт «Молочная девочка» так популярен, что его готовят не только в Германии, но и в других странах. Торт по данному рецепту получается невероятно нежный, с приятным молочным вкусом. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, ведь все мои подписчики знают, что в конце я показываю самые интересные кадры с разрезом торта и демонстрацией начинки. И сразу хочу добавить, что по данному рецепту 800 грамм сливок пойдет на сборку торта, а 200 грамм на оформление. Сгущенное молоко должно быть цельным сгущенным молоком, а не сгущенкой, так как сгущенка, в отличие от цельного сгущенного молока, изготавливается с добавлением заменителя коровьего молока. В сгущенное молоко добавляю яйца и тщательно перемешиваю до однородности. Сгущенная основа для теста готова. Добавляю всю муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваю массу до консистенции однородного теста. Вот такое текучее сгущенное тесто получилось. Выкладываю 2 полные столовые ложки теста на бекерскую бумагу с предварительно прочерченным кругом диаметром 20 см. Распределяю тесто шпателем по площади круга. Для удобства рекомендую прочертить по одному кругу на 2 листах. Перекладываю пергаментную бумагу с тестом на противень. Убираю противень в разогретую до 160 градусов духовку на 5-7 минут. А пока выпекается первый корж, выкладываю тесто на второй пергаментный лист и распределяю его по аналогии с первым коржом. Выпеченный корж перекладываю с противня для остывания и перекладываю второй лист тестом на противень для выпекания. Осторожно отделяю пекарскую бумагу от коржа, оставляю на решетке для окончательного остывания. И таким образом выпекаю оставшиеся молочные коржи. Для приготовления крема 800 грамм сливок добавляю ванильный экстракт и сахарную пудру. Взбиваю миксером до получения стабильного сливочного крема. А как правильно взбить сливки для крема, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в этом видео. Из данного замеса получается 8 нежных молочных коржей. Коржи получились очень нежные, с ароматом сгущенного молока. Для сборки торта на рабочую поверхность наношу немного крема. Сверху укладываю первый корж пористой стороной вверх. Наношу на поверхность коржа сливочный крем и равномерно его распределяю по всей площади выпечки. Сверху укладываю второй корж и наношу крем. Со всеми оставшимися молочными коржами проделываю идентичные манипуляции. Закрываю торт последним коржом. Наношу крем на торт силиконовой лопаткой. Равномерно распределяю сливочный крем по всей поверхности торта. Убираю торт в холодильник минимум на 8 часов. Для формирования торта 200 грамм сливок взбиваю миксером до получения пышного крема. Наношу крем плоским шпателем в виде сливочных мазков, начиная сбоку торта. Такие же мазки также наношу сверху торта. Оформление кремом очень напоминает облака и подчеркивает нежную текстуру торта. По желанию торт можно украсить плодами или ягодой. В качестве завершающего украшения я использую гранат. Друзья, если понравился рецепт, буду очень рад вашему лайку. Торт «Молочная девочка» получился очень вкусный, с нежными молочными коржами и сливочным кремом. Это изысканный торт, который всегда будет востребован на любом праздничном мероприятии или просто к домашнему чаепитию. Остаться равнодушным к такому восхитительному вкусу с гармоничным сочетанием мягких коржей и ароматного крема на сливках просто невозможно. Обязательно приготовьте молочную девочку, и она понравится всем, кто пробует этот десерт.
Рекомендую подавать торт горячему чаю без молока и сахара. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки, комментарии, тем самым вы продвигаете канал.